Сегодня у нас не сказать, что прям капец какая жара. Ну, вообще-то 35. Но сильный ветер. И получается, что как будто бы и не так уж и жарко. Вообще сегодня обещали дождь по прогнозу. Но небо такое ясное, что сомневаюсь. Может быть, будет вечером. К ночи ближе. Пока даже вообще не похоже на это. Абсолютно голубое чистое небо. Мы приехали в район ЖД вокзала. Ниш. Вот пока сюда электрички ходят, в общем, в сторону Белграда. Но на электричках никто не ездит, потому что это очень долго получается. Быстрее автобусом или машиной добраться. Вот пока Нишевский ЖД вокзал выглядит вот так вот. В таком не очень, так сказать, современном виде. И, конечно же, когда здесь построят новую скоростную дорогу, то вокзал тоже должен преобразиться. Вообще, насколько я поняла, скоростная дорога новая, которую планируют строить, даже не будет приходить сюда. Этот вокзал так и останется. Будут два вокзала других, один из которых планируется в нашем районе, а второй еще где-то, не помню, как называется район, вот там будет именно скоростная ходить. То есть она не будет проходить через вот этот вот центральный вокзал, который сейчас. Ой, какие розочки красивые, прелесть. А мы сейчас идем в магазин в Мире. Их очень много по Нишу. Мы просто приехали в этот, потому что здесь удобнее потом сесть на автобус и обратно уехать к нам домой. Какой-то Житопромет. Не знаю, что это. Действующий завод какой-то или раньше был. Непонятно. Вон там вдалеке вывеска Супер Мире. Это типа светофора магазин. Я его не особо люблю. Немного что там покупаю. Но есть некоторые товары, которые только там бывают. Поэтому я чаще всего хожу именно за конкретными товарами туда. Вот. Слишком много мы оттуда никогда не несем. Очень классная здесь брусчатка. Мне нравится такая дорожка. Здорово. Почему-то она вот... Она приятнее, чем обычный асфальт. Во-первых, она имеет свой рисунок. Во-вторых, от нее нет жары абсолютно. Почему-то вот чисто визуально даже приятно по ней идти, смотреть на нее. В Нише, как я уже сказала, много магазинов Мире. И есть, вот, называется Супер Мире. То есть это магазин тот же самой сети, но просто более крупный, больше товара разного. Вот так он выглядит в таком складском духе. Все наставлено, коробки. Мне нужно вот такой вот шалфей, 120 динар он стоит. Пачечку возьму. И есть здесь еще, наверное, шиповник. Но точно не уверена, мы ни разу не брали. Сейчас я почитаю, что это. Может, нет, это не шиповник, листочки не такие. Сейчас посмотрю, что это. В общем, это оказалась толокнянка. Не знаю, я ее ни разу не использовала. Не знаю, зачем она мне нужна. Я беру шалфей. И вот такие щучьи есть с брусникой. Вот. Ну, упаковано 2, но мне кажется, по одной продается. Хотя, может быть, 2 штучки. Вот брусника написано. Брусница 127. 44 грамма. Да, по одной пачке, конечно. Есть шиповник. Вот я с шиповником сейчас возьму. Вот такой чай. Шипак. А шиповником стоит 84 динара. Вот он. И есть еще вообще вот такие чаи отдельно. Вот, кстати, еще шалфей тоже. Это
Не знаю, что это. Зеленый чай. Вот есть вот в таких пакетиках. Зеленый чай 103 динара, 50 грамм. А это что? О, камилица. Это ромашка. Это ромашка отдельно. Тоже возьму ее. Она стоит сколько? 118 динар. В общем, беру шиповник, ромашка, которая в рассыпуху, и шалфей. В пакетиках вообще полно чаев. Вот. И апельсиновый, цитрусовый, и зеленый чай лежит, и черный чай, и в рассыпную чай, и зеленый, и черный. В пакетиках вот еще принцесса Нури. В общем, в Сербии чай есть. Вот целый палет семечек. Килограммовые упаковки. Такие крупные семечки. А нет, не килограмм, полкилограмма. 123 динара. Это кукуруза для попкорна. 146 динар. Сколько здесь тоже, наверное, полкилограмма. Семечки тыквенные. Тыквенные. 319 динар. Тоже полкилограмма упаковка. Кстати, мы брали здесь очищенные тыквенные семечки. Были вкусные очень, мне нравились. Но они у меня пока еще дома есть, я их брать не буду. Вот такие упаковочки всяких орешков. Сколько стоит? 196, 300 грамм. Это арахис. $156. Да, вот тыквенные семечки чищенные. Полкилограмма. 339. Тоже всяческие орешки. А это семена чиа. Ой, пачка порванная. В общем, вот такая вот пачка. 260 динар, полкилограмма. Какие-то конфетки, тоже орешки в посыпке. 500 грамм. 334. Множество всяких конфет, печенье в шоколаде. Чего тут только нет. Какие-то кексики с вишней, с бананом. В общем, всякие сладости. Тоже печеньки, вафельки. Магазин Мире очень много ходят русскоговорящих, потому что здесь очень много товара из России. Кстати, вот такое печенье мы брали, оно очень вкусное. Можно взять еще. Брали в другом магазине, оно было там дороже. Да, вот такую пачечку я возьму еще. Вот. Так что здесь много сладостей из России произведенных. Вот, например, рулетики лежат. Выбери меня. Мини-рулет бисквитный. Вот. Я сейчас, конечно, не увижу, кто производитель. Но, в общем, это Россия. Ну вот, буквально следующую беру пачку конфет. Вот тоже российское производство. Конфеты со сливочной начинкой. В общем, здесь очень много русских товаров. Поэтому русскоговорящих здесь тоже много. Ну и сербы сюда ходят тоже. Дальше идем по конфетам все еще. Вот. Невский кондитер. Паркур конфеты. Еще какой-то. Вот эти с орешками. С нугой, с орешками вкусные. Кстати, мягенькие. Прям вообще мягкие, свежие. Стоят они 412 за килограмм. По-моему, это небольшая цена, учитывая, что это в динарах. То есть еще минус 20% на рубли, чтобы перевести. Вот это
Не знаю, не похоже на российский, наверное, нет уже. Ну, тоже по-русски написано. Конфеты, это все российское. Да, это все российское. 327 за полкилограмма. Вот еще интересный чай, какой-то релакс называется, с разными травками. Здесь лаванда и ромашка. Чай с манго. Ну, не дешевый, 245 динар стоит. Вот, а рядом вот это кофе с молоком, типа 3 в одном, что-то такое, растворимый. Сколько там, да, вот 3 в одном и капучино. Сколько их тут штук? 382 динара, 25 пакетиков, кажется. Да, на ценнике написано 25. Комада, да, 25 штук. Есть кофе, просто растворимый. Не растворимый, а варить. Русский. Русский князь. Русский князь. Вот, кому интересно, сниму, почитайте. Произведено где. А вот еще интереснее. Русская байка. Русская сказка. И это, не знаю, кофе. Да, наверное, кофе это. Капучино классический. 150 грамм, 104 динара. Ну, совсем недорого. Интересно тоже, что производство. Сейчас посмотрю. Слушайте, ну с напитками здесь вообще без проблем. Вот даже какао есть. Вот какао, большущая такая упаковочка. Сколько ее здесь? 500 грамм. 209 динар. Не знаю, как он по вкусу, но как бы выбор есть. Можно и какао купить, и кофе, и в пакетиках, и растворимый, и варить, и чай, и черный, и зеленый. В общем, все есть. Вот растворимый в баночках. А это что? Шоколад, горячий шоколад. Вот. 200 грамм, 114 динар. Топло чоколада. Горячий шоколад. Тоже совсем недорого. Кафа 2 в одном. Растворимый в пакетиках. В общем, русская байка, вот это с матрешкой, и вот этот русский князь, это все производство Турция. Кофе. Ой, Турция, говорю. Производство Сербия. Но сырье, кофе из Бразилии и Индии, а нут из Турции. Вот, а произведено в Сербии. А написано русская байка. В общем, смесь. Не знаю, пробовать не будем. У нас пока кофе еще не закончился. Вот, леденцы, кто очень любит леденцы. Вот целый килограмм в упаковке. Ментоловые. 302 динара. Но это за килограмм. Сладуница, тоже русские конфеты, российские. Это не знаю откуда. Это тоже из России конфеты. Кокосовая начинка. Вот по-русски все написано. Так, напитки нам не надо, такое мы не пьем. Вот есть маленькие упаковочки, тоже ментоловые леденцы, Black Menthol, бомбона, черные леденцы. Это тоже бомбон, это тоже. Ну и, соответственно, их мало, цена недорого. 46 динар, 100 грамм там. Такие раньше назывались конфеты, морские камушки. 400 динар, полкилограмма. Печеньки. Вот там отдел колбасы, сосиски, молоко, в общем, мясное.
Но мы не пойдем, нам ничего не надо там. Вот в холодильничках есть тоже всяческая заморозка. Я тоже здесь. В общем, мясное я тут не беру. Вот, кстати, масло. Вот. Масло я возьму. Оно хорошо для жарки. Я беру на салат другое, более дорогое. А это хорошо для жарки. Здесь его 2 литра. Стоит оно 665 динар. Вот есть пол-литра. 620 динар. Ну да, вот такое надо на салатик брать, заправлять. А такое, в принципе, недорогое. Хотя оно итальянское, хорошее масло. Ну, вроде бы как хорошее, но недорогое. В общем, я беру. Минералка. Это упаковкой продается 6 бутылок, 236 динар. Всякие закатки, компотики вишневые. Компот вишневый, 720 грамм, 194 динара. Вот. Это что? Кружка. Кружка, это груша консервированная. 336 динар, 850 миллилитров. Большая банка. Бресква. Бресква это персик. Ананасы. 233 динара. Ананасы баночку я возьму одну. Это кайся. Это абрикос. Меня Никита любит консервированные абрикосы. Я не особо люблю. Сейчас спрошу, надо брать или нет. Огромный магазин, конечно, вообще большой. Ой, а вот какая милота нашлась. Очень красиво выглядит. Ягода, это клубничка. Компот. Супер выглядит, классно. Стоит 530 грамм, 206 динар. Недорого. А это ассорти. Груша, виноград, слива, персик. 158 динар. В общем, да, цены здесь, конечно, приятные. Это компотик сливовый. Вот вишневый я показывала, а вот сливовый. Стоит он 147 динар всего лишь. Это мое масло. Так, рис. Рис вот такой вот, килограмм. 89 динар. Вот какой-то рис сорт дорогой. Вот такой вот. Тоже килограмм. Какого-то серого цвета, такой необычный. Он стоит 223 динара. И еще есть вот такой рис. Тоже темный. Тоже из дорогих сортов. 254 динара. Вот. В общем, от дешевого до дорогого, какой вам нравится. Можно все выбрать. Это, наверное, мука лежит. Да, с той стороны ценники все. Так, здесь что? Мак. Измельченный мак, полкилограмма, 249 динар. Вот он. Это, в общем, выпечка, быстрая выпечка. Сухие смеси. Это нам не надо все. Кукуруза. Тоже не надо.
Чечевица. Вот, я беру такую чечевицу здесь на суп. Вот здесь вес килограмм 165 динар. Вот травки всяческие, приправы. Базилик 178 динар. Такая баночка. Розмарин 200 динар. Тоже такая же баночка, размер. Вот это я не знаю. Мироджа. Не знаю, что такое. Думбир. Это джумбир. Это... Ой, господи, как же он называется? Я по-русски забыла слово. Имбирь. Куркума. Вот еще больше банка. 300 грамм. Специя 229 динар. Орегано 117. Орегано 197. Больше упаковка. Вот такая. Так, это что у нас? Горох 169 динар килограмм. Кстати, обратите внимание, вес очень четкий везде. Килограмм. Все упаковки. Фасоль 190 динар килограмм. Это пшено. Пшено. Килограмм 88 динар. Сладкий перец. Вот такая упаковка большая. 500 грамм, 289 динар. У меня тоже пока он есть еще. Это свекла. Я думала, это томатная паста. Нет, свекла. Не знаю, перец, да, перец. Огурцы крастоваться. Вот в таких вот банках жестяных продаются. Бибер, это перец. Это сода вообще лежит. Сода, вот она, сода бикарбона, 33 динара. Вообще-то вот это бибер, это перец должно быть, но лежит сода тоже внизу. Лавровый лист 124 динара. В общем, есть все. Все, маслины в ведрышках, маслины в баночках. Ой, я ж от приправ стала кашлять. Запершила в горле. В общем, всяческие салаты, соленья, айвар. Это что такое у нас? Шампиньоны. Вот, в общем, огромные стеллажи со всем-всем-всем. Так, это, кажется, уксус 92 динара. Огурчики маринованные 199 динар. Кстати, вот здесь есть такие маленькие совсем огурчики. И банка стоит крупных. Видимо, переставили сюда. То есть есть такие мелкие, есть покрупнее. В общем, на любой вкус, кому как нравится. Это перчик острый. 190 динар стоит. Это перец, наверное, сладкий. Паприка. Тоже 199 динар. Так, в этой части прошли все. Молоко, вон, я, правда, не показывала, еще стоит. Но это долгого хранения, мы такое не берем. Вот палеты с мукой. Брашно 41 динар, Т500 1 килограмм. Т400 тоже 51 динар 1 килограмм. Минералка 36 двухлитровая
В общем, есть совсем дешевая водичка. Вот 6-литровая вода 84 динара. Но в нише, слава богу, такая вода практически не нужна. То есть мы пьем здесь воду из-под крана. Ну, правда, конечно, у нас стоит фильтр. Но местные пьют и без фильтра. Вот, просто есть некоторые районы в Сербии, где воду вообще из-под крана пить нельзя. Даже кипяченую. Потому что она с запахом. Вот мы дошли Путинка. Водка из России. Но нам такие товары не интересны. Кому интересно, вот цена 457 динар литровая. Вот, так что в Сербии тоже любят Путинку. И не только. Боровница. Вот, кстати, вот это хорошая вещь. Вот такую бы я взяла. 319 динар, 4,5% алкоголь. То есть это такой компотик сладенький. Это по мне. Ну, и то брать не буду. Кстати, да, здесь много и вина всякого разного. Это корм собакам. Большая такая упаковка. Ну-ка. Как 500 грамм? Не поняла. Тут два ценника. Вот второй прилип. 10 килограмм 862 динара. Ну, по-моему, это тоже недорого за 10 килограмм. Но у нас не собака, а у нас кот. Не подходит. И вообще у нас сухой корм не ест. Вообще он у нас в последнее время слишком стал изнеженный, избалованный. Он ест у нас исключительно мясика. Потому что в Сербии это даже выгоднее, чем покупать ему корм. Опять же вина, белое вино, красное вино. 308 динар. Вот. В общем, совсем недорого все. Цены такие. Вот химия пошла здесь. Химию, я не знаю, что показать из химии. Ну, наверное, покажу то, что мы обычно берем. Ну, вот какие-то шампуни. Я, конечно, не беру такой шампунь. Шампунь для волос. Шампунь за косу. 500 миллилитров, 86 динар. Коприва. Это с крапивой. Вот. В общем, здесь тоже все в больших упаковках. Вот мыло огромное, 5-литровое. 200 динар. Но мы не берем такое. Нам это все ни к чему. Здесь всяческие ополаскиватели для белья. Ну вот, например, 579 динар. 2860 миллилитров. Вот такой вот упаковочка Селан. Это что? Средство для купания. А, нет, для стирки тоже. Для стирки, да. 166 динар. Всяческие губки. Ну, 34 динара, 10 штучек. Совсем дешево. У меня пока тоже есть. Ну ладно, возьму. Так, что здесь? Это все для унитазов. Это для мытья пола. 63 динара стоит. Я не добавляю тоже. Я так мою пол водичкой. Фольга для запекания 111 динар, 20 метров. Это пленка 50 метров, 68 динар. Колгейт 186 динар, 100 миллилитров. Вот. Ватные диски 150 штук, 110 динар. Пена для бритья Нивея 364 динара. Вот. Обошли много. А это что такое? Что такое красиво? Свежевац.
В общем, это на жидкой основе, на водяной основе освежитель. Прикольно. Мне, кстати, больше нравится, чем вот эти вот вредные, которые аэрозольные. Вот эти прикольные штучки. 99 динар. Ну все, мы пошли на выход. Всяческие салфетки влажные. Туалетные бумаги. А это, наверное, такие огромные. Ой, даже не поднимешь, наверное. Ух ты, какая тяжелая. Аякс. Это 5 литров, 459. Это для стирки, наверное. Да, для стирки белья. Туалетная бумага. 249. Вот такая упаковка. Вот, собственно, наконец-то дошли до того, зачем я сюда ехала. 222 динара. Это земля цветочная. Ее здесь... Забыла, сколько ее здесь. 20 литров. Вот. Но набрали намного больше всего. Кстати, здесь есть еще арбузики. Тоже недорого. 19,90. Но, к сожалению, у нас нет машины. Мы арбузик не возьмем. В общем, очень неплохой магазинчик. Люди подъезжают, машины затарились упаковками. Взяли. Ну, там, конечно, не все нравится. Мы то, что брали, мне не все нравится. Но если что-то найти, то, что нормально, по цене, качеству и вкусу, то можно прям приехал, упаковочку прикупил, и очень даже хорошо. Ой, как домик красиво цветами оформили. Здорово. И даже вот верхняя часть, вот где балкон черный, такое ощущение, как будто бы искусственные цветы. Но нет, это настоящие. Так красиво. Там просто герань так цветет обильно. И еще какой-то плющ. Поэтому смотрится как будто бы неестественно. Как будто бы не настоящее. Но это настоящее. Это центральная почта. А мы, кстати, здесь были с Никитой. Мы сюда заходили, когда нам нужно было узнать, как правильно отправить картину в США. Условия отправки, возможно ли это сделать, сколько будет стоить. И нам сказали, что просто сотрудник, обычный рядовой, который принимал, не знал этой информации. И нас отправили узнать в отдел, который таможенный, который здесь же находится. Просто подняться на второй этаж нужно было. И я, честно говоря, сама в России одно время работала в таможенном отделе, таможенным декларантом. И на таможне я знала, что так нельзя просто взять и зайти в таможенный отдел, что-то спросить. Вот, то есть там были конкретные инспектора, к которым ты мог подойти, но не сам отдел таможни. А здесь оказалось все проще. Мы просто поднялись, сказали, что нам нужно узнать условия отправки. И нам просто решили пройти, и мы все разузнали. Вот, так что в Сербии как-то все проще иногда происходит. В общем, кстати говоря, в США из Сербии отправить почтой ничего нельзя. Я не знаю, это временно или нет, но картины точно нельзя. А мы зашли в пекару перекусить. Очень даже вкусненько оказалось, неожиданно. Да? Такая аккуратненькая, уютненькая. Главное, что вкусно.